Весы. Гармоничный вам приветик. Счастливый гармоничный приветик. Вы самый уравновешенный знак. Да, вы. Но вы всегда найдете позицию, как все сбалансировать. Счастливый вам приветик. Ну что, будем смотреть, что принесет нам чудесный, хотела сказать, сентябрь. Чудесный, замечательный июнь. А событие, которое в июне которое о себе даст знать, которое о себе заговорит, это, конечно, новолуние, которое будет в Близнецах. И в основном это больше будет даже не столько новолуние, сколько будет солнечное кольцевое затмение в один день с новолунием, то есть 10 числа. И как оно отразится, потому что все, что происходит на это новолуние, оно продлится на следующие, закладывается на следующие 18 лет. Но мы давайте все с вами по порядку. Сейчас мы про это будем говорить. Но сначала поговорим о Солнце. А может быть не о Солнце. Давайте начнем с Венеры, с вашего управителя. 2 числа, в самом начале месяца, 2 числа, ваша Венера находится в Раке. Она перешла в Рак. И сразу же, моментально, как только делает этот транзит в Рак, сразу же делает очень гармоничный аспект. То есть делает трин к Юпитеру. Ну, Венера, вы знаете, это ваша управительница. Это эстетика, это красота, это удовольствие, это радость, наслаждение, финансы. А что такое Юпитер? Юпитер – это радость, удовольствие, наслаждение, авторитет, уважение. Это философия, это мудрость, это все Юпитер. Это доброжелательность, это дружелюбие. И вот эти вот две замечательные планеты, большое счастье, малое счастье, они делают чудесный аспект, то есть делают гармоничный трин сразу в самом начале. Как этим трином можно воспользоваться? Конечно, чудесные покупки, чудесные продажи. Можете выставлять что-то на продажу, покупать что-то. Можете дома сделать прекрасную перестановку. Можете внести в свой интерьер какие-то новые картины, может быть, новые часы захотите, может быть, захотите зеркало поменять. Ну, может быть, какие-то цветы добавить в дом, напольные цветы, которые украсят ваш интерьер. То есть захочется вот этой эстетики, и вы ее очень хорошо делаете. Сразу вот зайти в дом там, где весы, вот этот дом сразу видно. Очень все немножко эксклюзивное есть. Вот такая у вас вкус. Оно будет не кричащим, но оно будет значимым, оно будет ценным. Даже вот если вы покупаете кто-то, вот весы, вот если классические такие знак весы, покупает какое-то ювелирное украшение, оно никогда не будет бросаться в глаза, оно никогда не будет кричащим. Но если присмотреться, это будет очень дорогая вещь. Вот так вот у вас и в доме. Все какое-то немножко уютно эксклюзивное. Поэтому вполне на таком аспекте вам захочется либо дома что-то изменить, либо в себе как-то сделать какие-то вложения в себя, дополнения в себя. И это будет никогда чего не кричащее. Это не будет никогда прическа с красными волосами и татуировку где-то на лице. Никогда весы это не сделают, потому что это для вас нет гармонии в этом. Поэтому, возможно, захотите как-то и на внешности сделать очень такие сдержанные какие-то, внести в себя вложения, либо захочется в доме сделать, может на рабочем своем столе, то же самое, как-то в своем кабинете сделать, создать такую атмосферу по Венере и вот такому гармоничному аспекту. Ну а в конце ваша Венера сделает переход, транзит в другой знак, о котором скажу попозже, а 5, 6 и дальше солнышко 3 числа. Солнышко сделает такой же очень хороший гармоничный трин к Сатурну. Трин сделает к Сатурну. Ну, солнышко отвечает за вопрос «Кто я?».
То есть мы всегда себя сначала рассматриваем по Солнцу. Первое, на что смотришь, это Солнце, то есть кто я по своему знаку. Самое важное, это кто я сначала, Солнце смотрим. Луна – это второе, это какой я. То есть какая мое душевное состояние. А сначала идет кто я, все-таки кто я. Так вот, это кто я делает чудесный, прекрасный трин, планета, которая ответит, кто я. Планета, которая тебя тестирует, тебя учит жизни. Это Сатурн. И вот она делает, Солнце делает вот такой гармоничный аспект к Сатурну, который ответит на вопрос, кто я. То есть сделает какие-то авторитетные очень люди, которые появятся в вашей жизни, и вы перед ними будете держать вот этот вот свой тест, который вы прекрасно, блестяще пройдете. Возможно, вы сдавали куда-то экзамены, возможно, вы сдавали куда-то документы, или вы вели какую-то переписку с какой-то компанией, с какой-то фирмой, может быть, в другом городе, может быть, в другой стране, и вы получаете оттуда поддержку. Вполне может быть, родители ваши, тоже от них будете, или старшие кто-то, братья, сестры, вместе как-то решаете вопрос, и вам нужна эта будет поддержка, и вы ее получите от взрослых, стоящих, вышестоящих каких-то органов или взрослых каких-то людей, вы получите эту поддержку, решатся какие-то ваши вопросы. Ну, смотрим, дальше идем. 5 и 6 число. Это двухдневный такой, 2 дня, 5-6, Марс сделает квадратуру к Плутону. Марс – энергия, легкая энергия, энергия на развитие, энергия жаждет движений, что-то делать, не стоять на месте. И вот эта вот молодая энергия, которая любит развиваться, эта энергия задирается, делает конфликтную ситуацию с Плутоном, с таким тяжеловесом, мудрым, медлительным, достойным, взрослым, серьезным, таким тяжеловесом. Марс к нему делает квадратуру, задирается к нему. Это как слон и моська. Как отреагирует Плутон? Никак. Он не поддается на задиры, но тем не менее вызывается. Вот это вот искры летят, конфликтная ситуация создается. Что в вашей ситуации, что, как правило, как реагируют на это весы? Это вы те, которые вот эту квадратуру настолько чувствуете. Она еще в воздухе, вы ее чувствуете, потому что вы это бесконечно уходить от углов столкновения. Весы не натыкаются, не напрашиваются на вот эти конфликты. Вы настолько от них уходите, как это делают рыбки. Они уплывают. Вот так вы очень плавно уходите от этих конфликтов. Вы это, ребята, давайте жить дружно. Люди, давайте жить дружно. Это ваш девиз, вы с ним рождаетесь. Давайте все дружно жить, зачем нам ругаться? Все можно решить. Вот это весы. И этот конфликт, который в воздухе витает, который чувствуется в воздухе, вас этому даже учить не надо. Вы его обойдете. Вы его переждете. И все вопросы, которые вам нужно поднять, все вопросы, которые вам нужно решить, вы их переложите. Всего 2 дня. Вот такая вот будет такой аспект. Вы их отложите. То есть вам даже объяснять не надо, как от этого уйти. Особенно, когда ты начинаешь конфликтовать на работе. На работе конфликт, созрел конфликт. Ты еще не готов на какие-то перемены по поводу работы. Для чего тебе нужно вступать в этот конфликт? И, как правило, с весами прекрасно работать. Вы действительно не нарываетесь на эти конфликты, вы действительно их избегаете. Или созрел конфликт в семье. Всегда в семье обо всем можно договориться, тем более настолько гармоничный знак, как весы. Поэтому да, этот аспект есть, да, он будет. Возможно, и в мировом масштабе мы будем слышать про этот аспект, он о себе громко заговорит. Но на нашей рутинной жизни
как правило, весы настолько чувствуют вот эти вот вибрации, настолько чувствуют, как их избежать, что только поучиться у вас вот этой вот дипломатии. Ну и новолуние. Новолуние будет 10 числа, и 10 числа будет кольцевое солнечное затмение. Оно будет в Близнецах, то есть под управлением Меркурия. И для вас это, конечно, закладывается, то есть приводите себе схему, планы, строите на следующие 18 лет закладывается. Иностранные языки захотите и столкнетесь с тем, что вам необходимо какой-то иностранный язык. Либо вы знаете, и вы его где-то будете применять, совершенствовать его, либо вам необходимо его изучать. Это учеба, которую вы себе закладываете, вы куда-то стремитесь, вы хотите какую-то профессию приобрести, возможно, уже и не первую профессию, но она вам необходима. То есть это, возможно, командировки тоже закладываются сюда по мере вашей работы. То есть процесс обучения. Вот закладывается абсолютный процесс на какое-то совершенство, на какое-то обучение. Следующий аспект, который будет, это уже транзит Марса. Марс 11 числа, до 11 он находится в Раке, и такая там слабая его позиция. И 11 числа Марс делает транзит к Львам. Ой, как хорошо тут развернуться Марсу. Ой, какая будет сильная энергия. Энергия на то, чтобы... Да, это абсолютная энергия на то, чтобы развитие каких-то новых технологий для вас, этот транзит. Захочется какую-то программу в компьютере изучать, захочется что-то столкнуться с технологиями и применить, и внести, и внедрить в свою жизнь. Вы с этими технологиями, очень они ворвутся в вашу жизнь. Вы что-то приобретаете, либо новый телефон, и там нужно очень много новых операций, которые внести, либо какую-то аппаратуру покупаете, или гаджеты, которые вы раньше не применяли. То есть технологии врываются в вашу жизнь вот с этой энергией, которая Марса, которая перейдет к Львам. Вот эта энергия Марса для вас будет на обучение каким-то новым технологиям. Вы освоите что-то новое, оно внедрится в вашу жизнь. Ну, дальше еще какой аспект? Меркурий. Меркурий идет с 22 числа, он до 22 числа был в ретрограде, а 22 числа идет в прямое движение. Сразу почувствуете, вы тоже почувствуете вот это прямое движение Меркурия, потому что Меркурий, когда в ретроградном движении, для весов запутанность бывает, и вы немножко ловитесь на эту ретроградность. Очень у многих в карте есть ретроградный Меркурий, потому что Меркурий это быстро планета движется, и в течение года очень много меняет позиций и часто идет, либо идет в ретроград, либо переходит из одного знака в другой, так как планета очень быстрая. Поэтому у многих при рождении есть ретроградный Меркурий. Но когда он идет на прямое движение, здесь вот вы уже его энергию очень хорошо почувствуете, потому что на ретрограде и запутанность была, и какие-то документы терялись, и что-то где-то неправильно отправили документы, а подпись забыли поставить, документы к вам вернулись, или какие-то телефонные звонки сделали, и необходимо было пройти какой-то тест, вы его не сделали до конца, отложили его. То есть какая-то немножко в этом вы путаетесь, попадаетесь вот на ретроградность. И, конечно, когда Меркурий идет в прямое движение, у весам вот это вот, когда в ретроградном, он немножко вот так вот себя ведет, а когда идет в прямое движение, абсолютно вы вот эту вот включаете дипломатию свою, вы выравниваетесь, находите гармонию, и все бумаги на месте, и все вопросы, которые вам необходимо решить, все телефонные звонки делаете, которые вам надо, то есть коммуникация появляется абсолютно другого характера. Вы больше сосредоточены, больше собраны, и
Ничего, никакой путаницы не бывает, хотя на ретроградность она к вам попадает, эта путаница. Ну еще какой аспект? Полнолуние. 24 числа будет полнолуние. И полнолуние будет в Козероге. Когда полнолуние в Козероге, подводишь итог по тому, как ты прошел жизненные тесты, жизненные испытания. Потому что всегда в Козероге это то, что ты прошел какие-то тесты. Козерог. В Козероге это отвечает Сатурн. То есть по Сатурну ты всегда полнолуние в Козероге, итог подвести надо. То есть как ты прошел какие-то свои жизненные ситуации, какой ты приобрел опыт, чем ты можешь похвастаться, чем ты сам себя можешь похвалить, чем ты можешь гордиться, как ты прошел какие-то определенные, возможно, у кого-то был раздел имущества, возможно, был у кого-то развод, у кого-то неприятные на работе были отношения или сложились дела неприятные. То есть вот как ты этот путь прошел, подводишь итоги на это полнолуние. У вас оно будет проходить в сфере, которая отвечает за дом. То есть в доме, вот как вы в доме навели свой опыт, провели свой опыт, навели порядок, как у вас это все образовалось. Может быть, вы забрали своих родителей, может быть, вы пристройку какую-то делали, может быть, вы продажу своей недвижимости делали, и вам нужно было разделить приобретенные финансы, разделить со своими родными. Вот как вы подводите итог, как вы это все прошли, какой опыт вы поимели за этот период. Ну и 27 числа очень хороший еще аспект опять Венеры. Опять делает Венера транзит, она находилась весь месяц, находиться будет в Раке, а с 27 числа Венера делает транзит, и она идет к Львам. Это ваша Венера. Идет к Львам, прекрасное, замечательное место. Здесь она на троне. Сразу, как только Венера приходит к Львам, сами львы свою Венеру, свою гостью сажают на трон, то есть просто корону ей дают. Вот так вот хорошо вашей Венере будет на троне. И это будет 27 числа. Для вас эта позиция, ну, это ваша управительница, и, конечно, вы этот транзит будете на себе очень хорошо чувствовать, потому что ваш транзит вашей Венере комфортно настолько, что вы начнете себя, как по львам, по тому, как себя ведут львы, вы начнете себя презентовать. Но это будет уже в конце месяца. Презентацию будете делать своих каких-то собственных достижений. Ну, вот такой месяц, скажем, он насыщенный будет событиями. Но события, как только громкогласно прозвенят, вот так же как-то и на нет сойдут. Опять что-то о себе заявит, но как-то опять гармонично на нет сойдет. То есть события, да, собираются, события будут, но эти события, и о них слышно будет, они на многое прозвенят, на все голоса будут звенеть, их слышно будут эти события, но они как-то сами с собой будут гармонично куда-то уходить и как-то решаться. Вот такой вот месяц. Бесконечно вас, весы, бесконечно вас уважаю, обнимаю. Вы гармоничные, вы очень дружелюбные. Обнимаю вас. Спасибо за то, что не забываете ставить лайки. Спасибо за подписку, за поддержку. Люблю вас и до следующих встреч.